Иногда невозможно понять, что подарить близкому человеку. Бывают случаи, когда нужно делать подарок вообще руководителю или малознакомому человеку, какой-то презент, например, как учителю в школе и так далее. И вот это вопрос, что подарить, он всегда стоит насущным, потому что хочется сделать какой-то подарок от души, чтобы человеку было приятно, чтобы ему понравилось. Мое имя Анна Кучина. Подписывайтесь на мой канал, и сейчас я расскажу, как дарить подарки так, чтобы человеку было приятно. Вначале мы поговорим о том, что такое подарок, и дальше я расскажу, как это делать с точки зрения социотипа. Если вы хотя бы более-менее разбираетесь, какой человек перед вами, что бы ему хотелось, тогда я расскажу, как это сделать более правильно. Итак, давайте поговорим вначале о том, что такое подарок. Подарок – это такая некая связь вас с этим человеком. Например, если это подарок для преподавателя, тогда это связь группы с этим человеком. Если это подарок для любимой женщины или для любимого мужчины или для руководителя, это связь. Конечно, с точки зрения психологии мы понимаем, что человек может отказаться от этой связи. Да? И точно так и вам, если дарят подарок, вы, если не хотите эту связь, вы имеете право всегда сказать нет и не принять этот подарок. Или же, если для вас эта связь приятна, вы всегда с удовольствием возьмете. Но иногда бывает подарок, который мы называем не от души. Он такой с мертвечинкой, я бы сказала даже. Это значит, когда подарок передаривают, например. Вот на тебе то, что мне не гоже. Да? И мы видели во времена, например, того же Советского Союза, когда один и тот же подарок, какой-то крем для рук или еще что-то, ходила от подруги к подруге, пока не находила конечного своего потребителя. То есть дарился подарок не от души, не задумываясь о том, чтобы подарить этому человеку такое, чтобы ему подошло, чтобы его порадовать, чтобы сделать ему приятно, а просто чтобы закрыть этот вопрос. И такой подарок мы можем не принимать, потому что такая связь нам не особенно приятна. Мы можем сказать спасибо, но нет. А есть подарки, которые нам угождают, которые сделаны с душой. И если вам хочется дарить такие подарки, чтобы человеку было приятно, тогда для вас это вторая часть. Послушайте ее до конца. И понимая о том, что мы все разные, что у нас есть 16 социотипов, мы понимаем, что каждый из нас интересуется чем-то своим. И то, что приятно мне, может быть неприятен этот подарок кому-либо другому. И точно так наоборот, то есть что кому-то радость, то кому-то гадость. Поэтому, понимая, какой социотип перед вами, или хотя бы приблизительно понимая его ценности, к каким квадральным ценностям он относится, к центральным или к периферийным, вы можете уже сообразить, что же его порадует сегодня. Да, там, сделать приятный подарок маме, ребенку, своему другу или подруге. Давайте соприкоснемся с этим немного. То есть я расскажу про несколько социотипов и про то, на что смотреть вообще в этом месте. Если вы разбирались в модели А и прекрасно знаете соционику, тогда вы знаете, что бытует мнение, что подарок надо дарить на 5-ю или 6-ю функцию собственно говоря, в работе мозга. Что это значит? Это звучит очень сложно. На самом деле подарок – это что-то, что дуализирует человека. Вы можете посмотреть мои другие видео, что такое дуал, да, как про разные другие социотипы здесь есть, и тогда разобраться более детально. А сейчас я вам покажу. То есть, если вы знаете, например, о ценностях этого человека, что он, например, интересуется всем новым, всем интересным, да, для его это порадует, тогда вы понимаете, что подарок может быть, исходя из того примерно его ценностей. Или, если это центральные квадры, они любят более статусные подарки, что-то, что подчеркнет их чувство собственного достоинства. И если, например, мы говорим о 4-й квадре, там, о последней, тогда мы знаем здесь какие ценности, да, что здесь больше про комфорт, про то, как все применить наилучшим образом, про прекрасные отношения. То есть вы смотрите ценности и подбираете подарок по этим ценностям, то, что могло бы этому соответствовать. Помимо ценностей, если вы уже более детально знаете, какой социотип перед вами, тогда вы понимаете, что его порадует то, что даст ему дуал. Собственно говоря, 5-я и 6-я функция социотипа – это как раз то, на что у человека запрос в этот мир. Понимаете, то, что ему бы хотелось, что он не может себе сделать самостоятельно и в чем ему нужна поддержка от мира. И давайте посмотрим, например, на моем примере, вот если я социотип Есенин, лирик, то есть у меня 5-я, 6-я функция, это структурная логика, это волевая, силовая сенсорика. И тогда мы понимаем, что здесь бытовые, практичные, защищающие вещи, которые необходимы мне. То есть не бабочки, цветочки какие-то, потому что я сама как бабочек, цветочек, кому угодно это могу подарить. То есть есть что-то,
что-то, что у меня вдоволь, да, например, приятных эмоций, у меня очень много эмоций, это то, в чем нуждается мой дуал, и что я могу преподнести ему. И исходя из этого мы смотрим, какие же подарки тогда нужно дарить. Давайте пройдемся несколько по всех, насколько это будет сейчас вместительно, и вы можете посмотреть, что же бы вы хотели подарить или что подарить вашим близким. Итак, если мы смотрим на то, что дает дуал, это, соответственно, то, в чем нуждается человек во внешнем мире. И мы смотрим, что, например, Робеспьер, он нуждается в заботе, в приятных эмоциях. И мы об этом дарим ему подарок. Да? Это что-то будет о сенсорике комфорта, о приятных эмоциях, о времяпрепровождении приятном достаточно. Тогда мы можем подарить какие-то классные подарки касательно времяпрепровождения. Плюс мы понимаем, что в этой квадре любят новизну, любят все необычное. И мы можем на это сделать такой фокус, потому что когда мне предлагают, например, для второй квадры сделать какой-то необычный сюрпризный подарок, это не про нас. То есть мы вот сейчас пойдем во вторую квадру. Во второй квадре что надо? Надо статус, нужны какие-то вещи, которые это все подчеркивают. И здесь более детально, если мы говорим, например, Максим Горький, инспектор, он нуждается в эмоциях, как воздух. У него там внутри сплошная структура и силовая сенсорика. Ему нужны эмоции. Тогда мы понимаем, что билеты в театр, билеты на какой-то прекрасный спектакль, может быть, на балет, может быть, это будет какая-то невероятная поездка. И тогда мы понимаем, что этот подарок будет самый приятный, самый долгожданный для него, потому что статус он и так себе может обеспечить, ему нужны эмоции. В то время как, наоборот, Есенину, Гамлету, у них эмоции у самих до утра, соответственно, им нужны подарки, которые прикрывают волевую сенсорику и структурную логику. И что это за подарки? Собственно говоря, это деньги. То есть это те люди, которым можно дарить деньги или можно дарить какие-то подарки, которые это подчеркивают. Например, это может быть ручка, да, которая подчеркивает, что эта ручка не обычная, а какая-то известного бренда. То есть это будут какие-то вещи, которые подчеркивают, укрепляют этих людей, которые дают им вот такое чувство безопасности. Да, какие-то следующие вещи. Если мы говорим о третьей квадре, здесь тоже очень любят и статус, и деньги, и мы смотрим точно так же по каждому из социотипу, на что он рассчитан. Да, и мы смотрим, как раз недавно с одной из моих клиентов, с Драйзером, обсуждали, что мы дарим Джеком Лондоном. И сколько мы видели этих историй, это было со мной, с моей подругой, когда им дарят какие-то подарочные сертификаты, и Джек Лондон сразу же его перепродает, потому что для него это не ценно. Сегодня, в принципе, дарить подарочные сертификаты нужно очень осторожно и быть уверенным, что человеку это будет нужно, потому что часто эти сертификаты, они просто лежат или выбрасываются, или Джеки умудряются их перепродать по простой причине, чтобы пойти куда-то, провести время, надо быть уверенным, что человеку это будет интересно. Да? То есть, что, например, если это сертификат на массаж, то человек хотел бы попасть именно к этому массажисту, потому что, например, я бы к какому массажисту не хожу, то есть я бы хотела точно пойти к какому-то хорошему, проверенному. Да? То есть мы делаем подарок от души и понимаем, куда он нам попадает. Есть еще на следующую функцию подарки. Они предполагают достаточно близкий контакт уже. Да? То есть если вы дарите по суперэго, да, называется, вы можете посмотреть мои видео по взаимоотношениям. И что такое суперэго? Это когда человек стремится быть вот таким, хотел бы себя видеть, да, развить свои функции таким следующим образом. И что это значит? Например, у меня в суперэго функция — это сенсорика комфорта. И, конечно, я не приглашаю дарить Есенину сковородку, но если у вас близкие контакты, и вы знаете, что нужно в быт, в дом, вы можете ему это подарить. Да, что-то, что закроет эту тоже функцию, что ее подчеркнет. Но это только для своих. То есть есть подарки, если мы говорим о центральных квадрах, тогда мы здесь видим четкую дележку свои и чужие. Какие подарки принято дарить, а какие вы переступите вот эту черту близкости. И, понятное дело, деньги не от всех мы принимаем, и не всем можем дарить. И возьмем, давайте соприкоснемся с четвертой квадрой. Это непосредственно самая добрая наша квадра. И здесь точно так же мы дарим что-то про отношения. Да, например,
Если это Штирлиц или это Габен, тогда у них есть запрос на что-то интересное, что-то необычное, что-то, что укрепит ваши взаимоотношения. Это могут быть какие-то просто милые штуки, которые им нравятся. И точно так же наоборот, инфантилам, которые состоят в этой квадре, им бы хотелось получить что-то по сенсорике комфорта или по деловой логике. То есть какие-то материальные вещи, которые нужны в хозяйстве, которые пригождаются. Вот таким образом, понимая вообще, на что рассчитан человек, да, вот я вам хочу просто показать фокус, куда вы смотрите. Вы примерно смотрите на человека, чтобы ему, какой примерно он социотип, он интуит или он сенсорик. Да, на что он рассчитывает в этом мире, какая ему нужна здесь поддержка, и по этой поддержке вы дарите подарок. И таким образом вы сделаете человеку приятно, если вам хотелось бы, чтобы ваш подарок действительно принес ему самые приятные, самые прекрасные эмоции. И когда это идет вот от сердца, мы говорим, тогда, конечно, ты угадаешь. Но не совсем так. То есть я часто, не зная соционику, не угадывала, хотя мои подарки, нельзя сказать, что были не от сердца. И вот только понимая вот такие нюансы, вы можете угадать. Смотрите другие мои видео, ставьте лайк. Если вы считаете, что кому-то это может быть полезно, поделитесь. До встречи.